События в империи Дзяма одни из самых интересных. Возвращение Сяо Яня домой на уровне почтенного воина 8 звезд — это шокирует всех. Нам даже показали несколько кадров будущей войны Альянса Янь. Мы также можем видеть королеву Медузу на уровне почтенного воина вместе с Сяо Исянь и Яо Тяньхо. Они находятся на стене крепости последней защите Альянса. Враги приближаются. Это десятки почтенных воинов. Какие же зрелищные будут серии! Помимо битвы с сильными врагами почти что на уровне мнимого святого, встречи с дочерью Сяо-Сяо и Цайлинь, свадьбы и прочего, какие еще события ждут Сяо Яня в империи Дзяма? Он наведет порядок в Альянсе Янь, особенно там, где возникли проблемы с алхимиками. Давайте рассмотрим это поподробнее. После воссоединения с Цайлинь и маленькой Сяо-Сяо, Сяо Янь испытывал искреннюю радость. Цайлинь, глядя на нежность и внимание, с которыми он относится к их дочери, почувствовала тепло в сердце. Она дорожила ребенком больше собственной жизни. В прошлом Сяо Янь дал обещание приготовить целебную пилюлю для дочери. Тем не менее, Сяо Янь считал, что переданная пилюля, небесная пилюля души кровавой кости, уже недостаточно хороша. Несмотря на то, что она имела ценность для формирования основ, с его нынешним пониманием алхимии он видел множество альтернатив гораздо лучшего качества. В частности, мистическая пилюля Бодхисаттвы 7-го ранга высшего уровня. Алхимики всегда считались важными членами Альянса, хотя Цайлинь была главной и замещала Сяо Яня в его отсутствие, но она не была алхимиком, и они иногда ей могли не подчиняться. Как могла возникнуть такая проблема? Гухэ, бывший король эликсиров империи Дзяма, являлся нынешним главой зала эликсиров Альянса Янь. Он сопровождался несколькими старейшинами-алхимиками, чьи взгляды, несмотря на внешнее уважение, содержали скрытое отчуждение. Гухэ когда-то проиграл Сяо Яню в алхимическом состязании и присоединился к Альянсу, но до сих пор испытывал противоречивые чувства. За прошедшие годы он добился больших успехов, достигнув 7-го ранга высшего уровня, и жаждал реванша, не скрывая амбиций вернуть свое имя. Цайлинь подтвердила, что Гухэ внес огромный вклад в развитие Альянса, и особенно зала эликсиров, однако одновременно она сообщила Сяо Яню о проблемах. Сила и значение зала эликсиров возросли настолько, что алхимики начали считать себя важнее остальных структур. Некоторые даже открыто выражали стремление к независимости, полагая, что Альянс не выживет без них. Цайлинь, не будучи алхимиком, не могла контролировать эту функцию. Авторитет Гухэ продолжал расти, и в Альянсе уже чувствовалось внутреннее напряжение. Сяо Янь проанализировал ситуацию и понял, что все зашло слишком далеко. Алхимики, возомнившие себя незаменимыми, начали угрожать целостности Альянса. Он не собирался это терпеть. Но как же Сяо Янь может взять под контроль этот отдел алхимии? На самом деле, легко. Он алхимик 8-го ранга, победитель сбора пилюль. Ему достаточно приготовить высококлассную пилюлю, например, 8-го ранга, и никто не посмеет пойти против. Сяо Янь выбрал пилюлю 8-го ранга, пилюлю первого начала. Когда он заявил, что сможет ее приготовить, Гухэ и другие старейшины были потрясены. Их восхищение перемешивалось с сомнением. До этого они считали именно Гухэ сильнейшим алхимиком. Сяо Янь собирался на следующий день публично приготовить пилюлю первого начала в зале эликсиров, а он пригрозил, что все, кто не явится, будут изгнаны из Альянса. Это стало очевидным признаком начала реформ. Он обвинил зал эликсиров в недостаточном уровне и заявил, что теперь будет пересматривать их роли и состав. Его тон не оставлял места возражениям, и даже Гухэ был вынужден подчиниться. Цайлинь немного беспокоилась. Грубость Сяо Яня могла вызвать недовольство и проблемы внутри фракции. Но Сяо Янь был уверен в своей позиции. Он знал, что при необходимости сможет привлечь куда более талантливых алхимиков с центральных равнин. Репутация Яо Лао и его собственные навыки позволяли ему это. Альянс больше не будет зависеть от заносчивых алхимиков с завышенной самооценкой. Он собирался использовать грядущую демонстрацию силы не только для приготовления пилюли для своей дочери, но и для публичного утверждения нового порядка в зале эликсиров. Его слова стали своего рода приговором. Сяо Янь собирался лично взять под контроль всю алхимическую структуру Альянса. Цайлинь
поддержала его. Она была также недовольна ситуацией, но раньше не имела власти что-либо изменить. Теперь, когда Сяо Янь вернулся, она верила, что он наведет порядок. Но что более ужасно, в зале эликсиров были старейшины, которые подозреваются в тайной продаже целебных пилюль внешним покупателям. Но у Цаолинь не было доказательств, чтобы наказать их. В частности, это были двое алхимиков 7-го ранга, что выражали открытое недовольство. Они заявили, что Альянс Янь добился нынешней силы во многом благодаря алхимикам. И Сяо Янь, вернувшись после столь долгого отсутствия, не имел права вмешиваться в дела зала. Их мнение тут же поддержали и другие члены совета. Гухэ, к сожалению, хоть и был главой зала эликсиров, не отличался силой в управлении. Его мягкий характер не позволял ему устанавливать строгий контроль. Рядом с ним находился Фома, бывший глава ассоциации алхимиков. Сяо Янь, наконец, прибыл. Когда он появился в небе, над залом эликсиров все алхимики во главе с Гухэ немедленно поприветствовали его. Он оказался на специально подготовленной платформе в центре алхимической площади. Он громко объявил, что собирается приготовить целебную пилюлю 8-го ранга и посоветовал всем внимательно наблюдать. Подобный опыт может им пригодиться в будущем. Его слова поразили всех присутствующих. Хотя они уже слышали о его намерении, открытое заявление об изготовлении пилюли столь высокого ранга потрясло даже самых опытных. Алхимиков 8-го ранга можно было пересчитать по пальцам во всем северо-западном регионе континента. Сяо Янь вызвал свой алхимический котел и призвал сотни лекарственных ингредиентов. Только сейчас появились два старика во главе с группой людей. Это были Лючан и Уджень, известные алхимики 7-го ранга. Они намеренно пришли с опозданием, чтобы обозначить свою независимость и проверить решимость Сяо Яня. Сяо Янь начал процесс. По его команде вспыхнуло пламя, коричневато-фиолетовое небесное пламя. Оно очищало ингредиенты безошибочно, без единого сбоя. В воздухе распространилась могучая духовная сила. От нее лица даже самых уважаемых алхимиков изменились. Это было духовное давление 8-го ранга. Неоспоримое доказательство того, что Сяо Янь действительно достиг уровня гуру алхимии. Гухэ, наблюдая за происходящим, не мог не признать. Духовная мощь Сяо Яня была устрашающей, а Фома, сидевший в стороне, лишь холодно усмехался, предчувствуя конец высокомерной эпохи старейшин алхимиков. Процесс создания пилюли 8-го ранга требовал не только высшего мастерства, но и невероятной духовной силы. Управлять одновременно сотней компонентов под силу было лишь истинному мастеру. Это будет интересно, что Сяо Янь сделает с теми алхимиками, и какой будет пилюля. Напишите в комментариях, как вы думаете, что же нужно сделать с высокомерными алхимиками, которые даже Сяо Яня не уважали. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!